Друзья, всем привет! Мне задают много вопросов в комментариях. Было несколько вопросов по поводу того, какими инструментами я пользуюсь. И вот я решил, записать короткое видео о том, какие я инструменты использую в своей работе. Один из инструментов, в основном я использую мастихины, то есть это такие небольшие инструменты. Их можно купить в любом магазине для художников. Иногда в каких-то канцелярских магазинах тоже они продаются. Так вот, есть такой небольшой мастихин. Он, чем-то напоминает мастерок. В основном такими пользуются скульпторы, художники. Вот. Стоит в районе 200 рублей. Таким мастихином иногда я нарезаю швы и где-то дорабатываю рельеф камня. Так, вот этот вот мастихин, вот такой он тонкий. Здесь так покажу вам. Вот этот мастихин чаще всего я использую для нарезки швов. Ну и в принципе для того, чтобы где-то доработать рельеф камня, тоже его использую. Причем если вы заметите, если видно, он такой у меня немножко изогнутый. Как вам показать? Он продается, по идее, вообще просто ровный такой. Это я его сам немножко просто изогнул, мне так просто удобнее работать, вот и все. Если, например, вы будете покупать такой мастихин, смотрите сами, можете его подогнуть, можете не подгибать. Вот меня спрашивали, как я там швы у меня получились на мастер-классе, вот я показывал по фактурному валику, нарезал штукатурку, камни. Последнее вот мое видео. В подсказках вот здесь вот или здесь появится подсказка, я там на мастер-класс подсказку сделаю. Вот швы нарезал вот таким мастихином. Но нужно заметить, что у этих мастихинов у них тонкая сталь, и нарезать нужно по более-менее свежей штукатурке, когда она уже... То есть я сначала задаю швы по свежей штукатурке, то есть вот я ее нанес, где-то примерно, например, где-то полчаса проходит, она уже более-менее так чуть-чуть совсем начинает твердеть. Я сначала нарезаю швы, как типа разметку делаю швов, чтобы потом было их проще прорезать. И я не жду, когда штукатурка сильно затвердеет, потому что вот такими мастихинами прям просто как вам сказать, я не совсем знаю. То есть, это с опытом приходит, когда ты понимаешь, когда уже надо нарезать штукатурку, чтобы ее не передержать. То есть, если вы будете, например, использовать такие мастихины, пользоваться ими, то сначала сделайте небольшой объем, скажем там, 1-2 квадратных метра сделайте штукатурки, чтобы у вас было время на то, чтобы понять, когда нужно резать штукатурку, чтобы она не была слишком жидкой, чтобы когда вы режете швы, она, как вам сказать, чтобы она у вас не сползала, когда вы нарезаете швы. Вот. И когда используешь фибру полипропиленовую, когда швы режешь, иногда бывает такое, что фибра за собой тянет раствор, и швы получаются рваные, такие неаккуратные. Вот, поэтому тут надо просто опыт, чтобы понять, когда можно нарезать швы. То есть просто практикуйтесь, и со временем я не думаю, что понадобится очень много времени, чтобы понять, когда надо нарезать швы. И когда штукатурка застывает настолько, что уже швы не нарезать, например, или очень тяжело резать. Так, вот еще один мастихин, вот такой формы он. Я тоже его использую, тоже я его немножко подогнул. Он тоже прямой идет, вот такой обычно, да?
Вот. Мне просто удобнее так, чтобы вот эта часть не касалась штукатурки. Мне вот достаточно вот этого. Тоже удобный мастихин. Но я им не так уж прям часто пользуюсь, но тоже пользуюсь. И им тоже можно интересно, ну как бы задать интересный рисунок на штукатурке. Так, следующий инструмент. Вот. Так, сейчас покажу вам. Это не то. Ну вот. Это у меня просто самодельные. Сделал вот такие резаки. Просто взял жестянку. У меня просто в гараже лежало там. И просто вот придал вот такую форму. Обмотал изолентой, чтобы руки не царапать. Тоже вот иногда пользуюсь, чтобы задать какой-то рельеф на камне. Очень удобно, то есть он такой полукруглый немножко рельеф задает, а если где-то надо мне поострее, вот у меня есть острые грани. Вот так покажу вам. Вот так. Вот такой просто самодельный инструмент. Вот такой тоже самодельный. Чтобы задавать такие, ну, как вам сказать, раскрывающиеся швы. То есть вот здесь, вот где острая грань, он делает шов, соответственно, тонкий внутри, в глубине, а ближе к рельефу он его немножко расширяет. Тоже очень удобно, можно пользоваться, задавать. Ну, вот это у меня чисто для швов. Вот такой тоже примерно похожий. У меня он даже в растворе. Вот, тоже для швов. Просто только для швов я его использую. Потому что швы можно делать разные. Есть еще вот такой. Такая форма вот у него. Вот, тоже самодельный. Вот эти вот последние 4 резака просто сделал сам. Сделал тоже как бы, ну вот этим можно тоже делать швы, где-то подрезать штукатурку, задавать рельеф. Вот. Сделал сам, ну тоже не из головы взял. Я покупал раньше такие резаки в интернет-магазине. Но они были, у них сталь такая была очень тонкая, и они вообще просто очень быстро изнашиваются. Потому что когда об штукатурку постоянно их, ну, грубо говоря, трешь, металл стирается. Вот. И они стоят, они продаются комплектом, там в комплекте порядка 10 таких резаков, стоят они, по-моему, где-то рублей 600. Ну, раньше стоили, сейчас даже я уже не знаю, может сейчас 1000 рублей стоит за комплект. Но из них я использовал там, грубо говоря, 3, не больше. Поэтому, ну, думаю, какой мне смысл использовать такие резаки, которые быстро портятся, там, стачиваются. Просто взял из металла, сам сделал, вот как бы и пользуюсь ими. И вот тоже вот, пожалуйста, вам инструмент. Просто обычная ложка. Использую не так часто. В основном тоже где-то рельеф придать камню. Все. Вот, пожалуйста. И я сколько наблюдал, например, смотрел другие видео разных мастеров в разных техниках. Где-то ребята там барельефы делают из гипса и тому подобное. Очень многие люди, которые занимаются такой работой, я заметил, что часто просто сами себе делают инструмент. Как бы это вообще не зазорно, я считаю. Пожалуйста, если ты можешь сам что-то сделать и этим пользоваться, и, грубо говоря, где-то там на этом сэкономить, почему бы и нет. Вот такой инструмент у меня, в принципе, не хитрый. А уж всякие шпатели, там, мастерки, я думаю, смысла нет показывать. Просто обычные, где-то кельмы, где-то мастерок. Ну, мастерков у меня даже нет сейчас. Сейчас, по-моему, даже... Ну, мне просто негде использовать мастерки. Я в основном кельмы покупаю для кладки кирпича. Они тоже бывают сейчас разных размеров. Как бы, и вообще, как бы, ну, пользуюсь ими без проблем. Их купить тоже можно без проблем. Так, ну, вот есть одна у меня кельма. Ну, давайте покажу вам просто, какие я использую. Может быть, вы тоже себе купите и попользуйтесь ими. Так, вот тоже для меня, в принципе, это как бы, ну, я не знаю,
естественно использовать, да, там какой-то инструмент, просто тупо забыть про него. Вот есть еще у меня вот такой мастихин. Он почти как мастерок такой, ну, достаточно большой. Вот, ну, если, например, ладошку приложить, чтобы вы понимали размер, вот примерно вот такой мастихин. Тоже иногда использую где-то, например, на рельеф, когда я швы нарезаю, потому что я не всегда пользуюсь именно вот валиками там, да, иногда я просто вручную полностью рельеф придаю камню. Где-то, например, когда уже швы нарезал, и мне нужно добавить на камень, ну, на штукатурку еще немного штукатурки, чтобы один камень, например, выдавался, а другой был внутри. Вот иногда использую такой вот тоже мастихин. Удобно с ним работать. Им можно сразу, ну так, побольше штукатурочки набрать. Вот, и тоже пользоваться. В принципе, иногда швы даже им нарезаю. Тоже очень удобно. Просто берешь, там, прорезаешь аккуратненько. Вот. И, ну, как вам сказать, им быстрее, по сути, можно просто работать, вот и все. Так. Вот такая у меня кельма есть. Купил в Леруа Мерлен. Удобная вообще. Фирма Dexter. Ну, у Леруа, по-моему, свой бренд. Тоже вообще очень удобный, ну, удобная такая кельма. Иногда где-то задать тоже рельеф дополнительный, может прорезать швы или прям даже штукатурку где-то подточить. Тоже, ну, если, например, большой камень там у меня, да, и мне надо побольше снять, им быстрее тоже просто, и удобно достаточно им работать. Тоже классная кельма, в общем. Купить можно в Леруа Мерлен. Такая вот кельма. Тоже, когда, ну, просто ей удобно работать, например. Потому что, когда бывает, иногда раствор накидываешь и начинаешь его заглаживать, не всегда удобно большую кельму использовать. Так, вот такая есть кельма тоже. Такой пользуюсь, когда, ну, в принципе, и на фасаде пользуюсь, и когда ступеньки делаю. Тоже, как бы, ну, лестницы бывают у меня, некоторые заказывают лестницы, вот. Им тоже очень удобно работать, особенно вот, ну, там, в углы подлазить, она, ну, сама по себе форма просто мне нравится, вот и все. Чем, ну, использовать обычный мастерок, мне вот именно такая форма понравилась. Тут уж на вкус и цвет. Ну и вот, кстати, да, тоже хотел показать. Это уж просто, кстати, грязный, я забыл почистить. Ну вот, как бы вот такая просто стальная гладилка. Обычная, с пластиковой ручкой я ее взял. Не с деревянной. Немножко даже уже, видите, она у меня чуть-чуть изогнутая такая. Вот. В принципе, когда она изогнута, даже ей, ну, удобнее пользоваться. Она не так часто, когда я делал там ступеньки или какие-то, ну, горизонтальные поверхности, не так часто оставляет полосы. То есть, и если будете покупать, покупайте, чтобы она была из нержавеющей стали, чтобы она у вас не ржавела после того, как вы с ней поработали. Иначе вам постоянно будет приходить, ну, нужно будет или чистить ее шкуркой, ну, наждачкой, да, там, чтобы она у вас не оставляла ржавчину на бетоне. Или у вас просто, а если не почистить, у вас, ну, где-то в каких-то местах ржавчина на бетоне будет тоже, ну, не очень хорошо. Ну вот, в принципе, вот такой короткий обзор инструментов, которые я использую. Из инструментов что еще показать? Даже, ну, тут как бы тоже такой момент, просто это, вот, например, кисточки, да, там маленькие, такие тонкие кисточки. Иногда мне надо, ну, иногда клиенты просят, например, прокрасить каким-то образом швы. Есть вот вообще очень тоненькая такая кисточка. Вот. Иногда клиенты просят швы покрасить, я не знаю, там, коричневым цветом или еще что-то отдельно прям. Вот. Я пользуюсь такими вот тоненькими кисточками. И вот еще тоже есть вот такой у меня инструмент. Я не знаю, как он называется. По-моему, тоже мастихин. А может нет, я точно не знаю.
Вот такой формы просто купил себе попробовать. Он полностью из нержавеющей стали. Им тоже пользуются в основном скульпторы. Ну вот, например, если мне надо на камне какие-то задать сколы там или еще что-то, прям посередине камня, или где-то расковырять камушек, как, ну, штукатурку, как будто там, ну, в камне есть какое-то углубление, раковина или еще что-то. Вот иногда таким тоже инструментом пользуюсь. Вот. И, в принципе, швы тоже можно им нарезать. Очень удобно, потому что у него такая форма интересная. Вот. Когда хотят, ну, кто-то из клиентов просит, например, какой-то там аккуратный круглый шов, там полукруглый сделать. Вот иногда пользуюсь таким инструментом. И им еще удобно делать ровный шов на верхней части штукатурки. Вот где, когда, например, я делаю цоколи, то верхняя часть штукатурки, которая примыкает, например, к кирпичу, я вот таким инструментом просто делаю аккуратный ровный шов сверху, ну, в месте примыкания. И, ну, удобно туда потом герметик накладывать. Получается ровно аккуратный шов, герметиком прохожусь, у меня получается прям, ну, такой красивый ровненький шов у герметика. Вот пользуюсь таким инструментом. Ну вот, в принципе, вот такой вот небольшой обзор на инструмент. Надеюсь, вам было полезно. Поэтому ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Если вам не трудно, делитесь моим видео. Так как я, ну, можно сказать, начинающий автор таких видео, мне будет очень, ну, полезно в продвижении моих видео. Вот, тем более, если они вам, ну, показались полезными, я буду вам очень благодарен, если вы поможете мне продвигать мои видео, чтобы больше людей могли их посмотреть и чтобы они были полезными для большего количества людей. Ну, в принципе, думаю, на этом все. Ну, как бы другой инструмент какой-то, например, там щетки, там металлические или еще что-то, я думаю, особо-то смысла и нет показывать. Потому что у меня вот есть мастер-класс, как я делал цоколь. Там я показал, как я щетками металлическими пользуюсь, еще какими-то, может, инструментами. Вот. И все, я думаю, на этом можно заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за поддержку. Я, честно говоря, не ожидал, что это вызовет, ну, такую положительную реакцию. Я вам всем очень сильно благодарен. Все, как бы на этом буду прощаться. Всем спасибо и до новых встреч.